Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! Продолжаем тему выращивания овощей в 2023 году. В прошлом выпуске мы рассмотрели погодные тенденции в следующем году. Также мы определили один из лучших способов возделывания овощных растений. Это насыпные грядки без бортиков, которые даже мы, южане, а живем мы на юге Украины, и используем в открытом грунте для выращивания озимых, лука и чеснока. Это первая культура, а затем бахчевые культуры. Сегодня обещанное видео о практическом применении насыпных грядок, которые мы уже запустили в работу с ноября 2022 года. Хотя сама подготовка грядок началась еще со второй половины октября, почти после сбора тыквы, которая на этом участке росла второй культурой именно для ускоренного севооборота, потому что у нас нет возможности делать севооборот. Несколько соток и все нужно выращивать. Итак, после 20 октября с помощью мотоблока с фрезами мы провели обработку почвы. Так как у нас суглинки и глина, то нужно обязательно разбить плотные, слипшиеся, затвердевшие комья грунта и обогатить воздухом почву. А в этом нам помогает механизированный способ – это помощь мотоблока. После этого Александр меняет фрезы на плуг и отмечает нужное расстояние вот этих мест будущей дорожки. Здесь плугом поднимает часть земли с обеих сторон. Вот лучше, конечно, не словами, а на схеме я нарисовала, смотрите, схема построения наших насыпных грядок без бортика. Здесь как раз нарисовано с левой стороны, видно, что это конец огорода грядки, поэтому оставляем здесь 40 сантиметров. А далее плуг поднимает часть земли с будущей дорожки. На саму дорожку остается у нас 40 сантиметров. Далее оставляем 80 сантиметров. Это будут две грядки по 40 сантиметров. И снова плуг делает дорожку. Здесь снова оставляем 40 сантиметров для самой дорожки. И опять 80 сантиметров и дорожка на 40 сантиметров. Такая схема идеально подходит для удобной работы на самих грядках для посадки, для проведения всех агроприемов и для самого сбора урожая. После посадки озимых лука и чеснока приступаем к подготовке посадки бахчевых культур. Для этого нам нужна вот эта дорожка. И если на дорожке в следующем году просто посадить рассаду без подготовки, то на глине растение не даст нам нужный урожай. Ну, будет расти только несколько растений, там несколько плетей, и все, не сформируется. Даже маленькие, то маленькие вырастают арбузики или дыньки. Поэтому постепенно вместе с уборкой сада, цветника готовим посадочные ямы для будущих посадок теплолюбивых и любящих органику, легкую, пористую почву для вот этих бахчевых культур. Вот как это мы делаем. Дорожка у нас получается ниже самой грядки где-то на 25-30 сантиметров. Сама грядка насыпная вот 25-30 сантиметров. В самой дорожке копаем ямы длиной 1 метр и глубиной еще на 30 сантиметров. Там почти вся глина. Ее частично удаляем на край грядки, а в саму яму засыпаем растительные остатки с огорода и сада. Ну, все, что осталось после сезона, мы сюда отправляем. Это и листья, и веточки от хризантем, других цветов, веточки даже мелкие какие-то от винограда. В общем, все, что много лет мы сжигали, сейчас отправляется в посадочные ямы. Сверху на вот эти растительные остатки засыпаем часть плодородного грунта и заливаем водой, чтобы вот эта вся органика перегнивала. Да, вот эту часть земли, которую мы выкапываем, глины, суглинков, мы как бортики оставляем по сторонам для того, чтобы вода не вытекала. Это будет очень удобно для поливов.
Ну, а затем еще будет досыпка плодородного грунта при обработке садового участка, где росли сидираты. Это тоже будет питание для наших рассадных растений в следующем году. В июне, когда почва прогреется на нужную температуру, высадим рассаду бахчевых культур. Кстати, в органических ямах вот этих плодородных температура всегда выше, чем в обычном грунте. Там идет процесс переработки органики и выделяется тепло. Для усиления процесса переработки органики в ямы в мае месяц, это где-то вот вторая половина мая, будет произведен полив с добавлением триходермина. И тогда быстрее процесс переработки идет и температура выше. Ну вот он выполнит вот триходермин как раз вот эту задачу, двойную задачу, и обезопасит, кроме того, что будет переработка и тепло, еще обезопасит корни и само растение от спор грибковых заболеваний, потому что корневые гнили просто сейчас, вот в этот период, когда холодно и почва влажная, развивается очень сильно и губит растения. По дорожке при устройстве посадочных ям делаем своеобразные вот эти перегородки. Они будут нам служить равномерному поливу, кстати, для обеих культур. Но и это еще не все. В мае-июне на грядке, где будут расти лук и чеснок, уже будут посажены рассадные бархатцы или фацелии, у меня семена свои есть, возможно, часть хризантем, чтобы они также поработали сидератом для почвы, на которой много лет растут одни и те же культуры. Будут какие-то цветочки, и потом очень любят вот бахчевые прятать свои плоды именно под цветами. Несколько соток огорода у дома не позволяют нам организовать полноценный севооборот, поэтому вот мы такие придумали способы для того, чтобы и те же грядки оставались, и севооборот, и усталость почвы убираем. Вот это все вместе таким образом мы решаем. Кстати, возвращаясь к самой схеме, то можно на таких грядках высаживать рассаду помидоров, перца, зеленых культур. Причем можно не два рядка, как мы высаживаем, два рядочка на 40 сантиметров лук и чеснок, а один ряд томатов или перца, потому что им нужно больше места. Так что 40 сантиметров очень хорошо будет и на одну сторону, и на другую. А мы же перевели все эти культуры, помидоры, перцы, баклажаны, в теплицы. Если же у вас нет теплиц, то можно вот эти подготовленные с осени насыпные грядки, вот именно под помидоры, под рассадные помидоры и другие культуры, можно пораньше весной засеять семенами горчицы или масличной редьки. Отличный скороспелый сидерат позволит улучшить и структурно почву, и обогатить нужными, очень важными питательными веществами. И, кстати, корни сидерата будут удерживать почву в грядке. Нам приятно, что наши коллеги из разных стран и регионов также уже используют этот способ выращивания сельхозкультур, и они об этом уже сообщают нам в своих комментариях. Надеемся, наше видео будет полезным всем, но особенно начинающим огородникам, армия которых увеличится многократно в ближайшие годы. Успехов всем! Здравия вам и вашим родным! Прощаемся с вами до следующего видео. А этот выпуск подготовили, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего самого доброго. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Сьогодні ми продовжуємо тему вирощування овочів в 2023 році. В минулому випуску ми вже розглянули основні погодні тенденції наступного року. А ще ми визначилися з одним з беззатратних у фінансовому плані методів вирощування овочевих культур. І назвали його так – насипні грядки без бортиків. Саме цей спосіб активно використовуємо ми, городники, півдня України, для вирощування озимих часника та цибулі у відкритому ґрунті першою культурою
Та потім вже посадимо обов'язково в наступному році. І ще одна буде культура – це бахчеві. Сьогодні обіцяне відео про наше практичне використання насипних оцих грядок, які ми вже розпочали робити в листопаді 2022 року. Хоча сама підготовка грядок почалася з другої половини жовтня, зразу же після збору гарбузів, які тут росли другою культурою для швидкої сівозміни протягом одного сезону. Після 20 жовтня з допомогою мотоблока і установленими на ньому фрезами провели обробку ґрунту. Так як у нас суглинки та глина, то необхідно робити грядки і розбити на цих грядках грудки і збагатити ґрунт повітрям. Потім Олександр замінив фрези на плуга та відмітив місця, де повинні бути майбутні доріжки, стежки. В цій частині з допомогою плуга Олександр підняв частину землі по дві сторони. Ось подивіться на схему наших насипних грядок без бортиків. Наш город має таку схему. З лівої сторони це кінець городу, тому залишаємо з цього краю 40 см, на доріжку нам необхідно 40 см. Тому плуг піднімає частину землі з майбутньої доріжки стежки, яка по центру буде від кінця городу 60 см. 40 см самої грядки і 20 – це центр самої доріжки. Ну і від центру далі у нас виходить, відміряємо від центру цієї стежки доріжки вправо ще 100 см. Це нам необхідно 80 см для самих грядок і ще 20 см цієї доріжки. Загалом доріжка 40 см. Все на схемі, подивіться уважно, все це є. І знову проходимо плугом для стежки. Нам така схема краще від інших сподобалась, і тому саме її використовуємо. Виходить так, від краю доріжки стежки треба саме з лівої сторони у нас 60 см, а тут 100 см. І що в нас? Від доріжки уже по самому городі виходить, що по бокам на доріжку 40 см, а по бокам по 80 см. Тут зручно працювати на одній грядці з однієї стежки, а на другій стежці з другої сторони цих грядок, дві грядки. І ось таким чином у нас дуже зручно працювати і обробляти рослини. Після посадки озимих чесника та цибулі ми не тільки залишаємо вже грядку в покої, а навпаки починаємо на стежках готувати посадкові ями для вирощування розсадних кавунів та динь. Так як родючий ґрунт ми весь підняли на грядки, знизу у нас залишається одна глина. Гарного врожаю кавунів та динь тут не виростеш. Тому на доріжці готуємо посадкові ями для цих теплолюбивих рослин, які люблять поживитися. В самій доріжці викопуємо ями довжиною 100 см та глибиною 30 см. І закладаємо сюди рослинні рештки всього, що залишилось в садку, на квітнику. Це листя, це квітки, які вже завершають свій цвіт або завершили. Раніше багато органічних залишків ми спалювали, а тепер все це йде в посадкові ями для баштанних культур. В минулому році це були у нас гарбузи. Тому вони й такі вродили. Та, до речі, і кавуни дині гарно родять на таких посадкових ямах. Після того, як уклали всі органічні рештки, тут і рослини, і листя, ми засипаємо родючим ґрунтом, який збираємо в садку. І заливаємо воду, для того, щоб все це перегнивало. Можна, до речі, вирощувати такі грядки
і для інших культур. Але нам необхідно ось саме такий спосіб, який ми вже декілька років використовуємо і отримуємо родючий ґрунт. Також от ми вирощуємо часник та цибулю, а ці грядки можна використовувати для вирощування помідорів, перцю, баклажанів та інших культур. Але тут можна зробити такий дуже гарний хід. Можна до моменту висадки розсади, а це вже кінець травня-червень буде, це висадка розсади, чи помідори, що ви будете вирощувати перець, можливо, баклажани, то треба ранньою весною посіяти сідератні гірчицю та олійну редьку. Це скороспілі культури сідератні, вони наситять ґрунт поживними речовинами, та їх коріння буде утримувати у цілості саму грядку. Після вчорашнього відео ми дізналися, що такі грядки вже використовують і інші городники з різних країн. І отримують, до речі, гарні врожаї овочів та бахчових культур. Отож, для початківців надіємося, такий спосіб стане в нагоді і наша праця принесе користь. Успіхів, гарної погоди вам! А випуск підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Почуємося, побачимося в наступних випусках нашого каналу. Будьте всі здорові! На все добре!